Всем привет! Каждый раз во время нарезания резьб на токарном или фрезерном станке задумываюсь над упрощением данной процедуры. Думаю, ни для кого не секрет, что самое важное в нарезке резьбы руками – это сделать правильный заход. Для центрирования режущего инструмента при этом обычно удобно применять вращающийся центр или же поджимать каким-либо острым центром, зажатым в пеноль фрезерного станка. Дальнейшую нарезку резьбы при этом можно немного автоматизировать, например, уперев ручку инструмента в обратную сторону резца, зажатого в резцедержатель. Но при этом серийным производством я не занимаюсь, да и партии деталей тоже не произвожу, поэтому делать специализированный резьбонарезной патрон пока не вижу смысла. В итоге задумал сделать максимально простое приспособление для использования с обычным метчиком или леркой, зажатых в соответствующий им вороток для ручной нарезки. Делал все как обычно на глаз, никаких эскизов при этом не изобретал. Материалы те, что были в наличии, а это сталь 45, два прутка диаметром 25 мм и 16 мм. Также для этого подобрал соответствующую по упругости пружину и нашел поломанный метчик. Дальнейшие комментарии, я думаю, уже будут лишними, так что смотрим.
Ровно до этого момента я, не задумываясь, считал, что державка должна быть диаметром 20 мм. Именно такой диаметр имеет почти весь мой самодельный режущий инструмент для фрезерного станка, но ведь это приспособление я готовил для зажатия еще и в обычный сверлильный патрон, а он, как правило, зажимает максимум 16 мм. Ну, я думаю, понятно, что в этом месте шлифовка абсолютно не требовалась, и в очередной раз я занимался лишь экспериментом, чтобы знать, что вот этими только что прибывшими камушками абразивными можно шлифовать, в том числе быстрорез. Так что это лишь спортивный интерес. Но эксперимент удачный, надо сказать. Так что тут присутствуют приличные биения, но на работу они не скажутся. Главное ведь все сделать максимально временно. Тогда все это будет работать долго, надежно и, самое главное, постоянно.
пружинит. Но это не пружина. Пружина находится вот там. По моей задумке, вот эта шайбочка будет одеваться на кончик. И сюда уже можно упереть полноценный дыркодержатель. Но какова жесткость этой конструкции будет, узнаю только в работе. По-хорошему насаживать эту шайбу вот на этот большой диаметр. В итоге получилась вот такая штука. Какова она будет на практике, еще предстоит проверить. За кадром также сделал такую вот шайбочку. Это уже стопроцентный, так сказать, концепт. Уже на процессе изготовления я понял, что нужно было сделать ее намного толще, чтобы отверстие было не сквозное, а с обратной стороны добавить центровку. Таким образом, получив обратный центр для маленьких метчиков. Вот, например, метчик М5, как можно заметить, у него отсутствует центровка, у него наоборот конус на конце. Примерно так выглядит большинство маленьких метчиков. Поэтому здесь стоит сделать центровочное отверстие, чтобы можно было упирать такие маленькие метчики. Какова эффективность будет на таком длинном валу, вот еще предстоит проверить. Поэтому пока что это не более чем концепт. Возможно, вы уже пользуетесь такой штукой. Я знаю, что они даже продаются, но как они называются, до сих пор не знаю. Поэтому решил попробовать изготовить самостоятельно. Хотя допускаю такую вероятность, что у большинства из вас вообще уже есть резьбонарезные патроны, и вам эти мелочи совершенно ни к чему. Ну, а у меня на этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.